Добрый день, друзья! Мы продолжаем наш видеосеминар. И мы с Никитой Александровичем хотим с удовольствием представить с нами третьего нашего участника, Никита Бурлов, который помогал Никите Александровичу в его работе, гранте по колоректальному раку со статистикой и с формированием групп, кластеров для более полного понимания структуры эволюции колоректального рака на основе морфологии, молекулярной генетики, иммуногистохимии и так далее. Работа крайне интересная, очень сложная. И вот мы сегодня будем обсуждать, что из этого получилось, и в целом обсуждать эволюцию колоректального рака. Мне очень хочется попробовать понять именно эволюцию колоректального рака от момента его возникновения, как он дальше развивается, почему одни больные индолентные, другие больные агрессивные, как вот это вот сочетание активирующих мутаций и мутаций онкосупрессоров в конечном счете отражается на биологии, на морфологии. Можем ли мы предсказать по морфологии и по каким-то сочетаниям иммуногистохимическим, молекулярно-генетическим прогноз у этих больных, да? Как вот это вот дерево канцерогенеза, как оно выстраивается. Вот мне бы хотелось, Никита, от тебя и Никита от тебя услышать, увидеть вот эту всю конструкцию. Конструкции на самом деле такой, как выяснилось, ни у кого нет. И все работы большие по колоректальному раку, там, по его генетике, они, в общем, в какой-то мере однообразны. Да? Там есть, конечно, нюансы у всех авторов, но так или иначе они однообразны. И я думаю, что вот если в целом все обобщить, то они отвечают на вопрос скорее не то, какая конструкция колоректального рака эволюции у нас есть, а почему у нас ее нет. Вот я думаю, это плохо. Вот это плохо, да, но они в основном, так сказать, объясняют, почему она невозможна, а не, так сказать, какая она существует. А я думаю, что мы топчемся очень рядом, мы находимся где-то крайне близко к ответу на этот вопрос, но по какой-то причине не можем сделать вот тот последний шаг, который откроет нам вот эту дверь в четком понимании, почему это течет так, а это иначе. Мне кажется, что мы крайне близко, что мы уже количественно материал научный, морфологический, клинический собрали, но вот этот качественный шаг мы никак не можем сделать. Потому что, может быть, мы все роем вот только в одном направлении. Может быть, есть существует шаг чуть в сторону, и все, и будет прорвано. В колоректальном раке, как и в раке легкого, да, где нет молекулярной классификации, где мы основываемся именно на отдельные биомаркеры, там все-таки преобладают, условно говоря, агрессивные формы. Там вот такой формы индолентный, как бы тек люминальный рак молочной железы или люминальный бета, с началом как бы прогрессии, там этих аналоги составляют процентов 10-15, то есть их как бы все-таки подавляющее меньшинство. И поэтому у нас фактически обратная задача. Мы должны на фоне относительно агрессивных опухолей, так сказать, понять тех, которые текут более доброкачественно. Этот качественный шаг заключается в том, что очень тяжело перенести вот эту теоретическую конструкцию в какую-то математическую модель. То есть как бы очень нетривиально стоит задача. То есть нам надо вроде бы объединить и идею последовательности каких-то путей, которых при этом мы не видим. Мы же их не видим в динамике. То есть мы-то рассуждаем в динамике, все эти наши рассуждения, что вот появился полип, он мутировал в одном гене, там в APC, да, например, дальше он начал развиваться, мутировал крас и так далее. Это все динамический процесс. А мы-то видим уже все, фиксированный процесс в определенном времени. У нас нет динамики каждого конкретного Вот, собственно, именно в этом и дефект, так сказать, того, что мы сделали. Да, потому что мы не разделили опухоль на части, мы не выделили отдельно фрагмент аденома, его отсеквенировали, отдельно карциному такого морфологического типа, другого. То есть, если бы мы вот это сделали, тогда бы, конечно, все заиграло другими красками. К этому мы сейчас подойдем, к внутриопухолевой гетерогенности. И когда мы смотрим всей тушкой, я это имел в виду в начале, так сказать, картина сильно смешана, потому что по аллельным частотам мы можем о чем-то догадываться, но не можем ничего доказать. Из-за того, что когда какой-то ген мутировал с низкой аллельной частотой, мы, в общем, не понимаем, это какая-то субклональная мутация, так сказать, а где она была? Она была в аденоме, которая попала, и вообще карцинома ее не наследовала. Ведь описана же ситуация, когда мутация крас во всей тушке относится к компоненту аденома, а карцинома пошла из другого клона, никакого крас в карциноме нет,
карцинома как бы, мы видим эту опухоль как APC-крас, потому что, но только APC с красом был в аденоме, карцинома пошла из клона only APC, и это относительно индолентная опухоль, как бы, да. То есть для нас это одинаковая история. Мы видим как бы в НГС и APC и крас, но карциномы и аденомы отличаются. И более того, аденома более богатая по мутационному профилю, это описано очень хорошо и много раз задокументировано, чем карцинома, как бы, понимаешь? А мы это смешали. И вот ты правильно говоришь, что мы динамическую структуру, так сказать, к сожалению, для себя закрыли при рутинном таком секвенировании. Потому что, конечно, никакой бы бюджет не вытянул разделить опухоль на 5 частей и вместо одного секвенса сделать 5. Да? Это, так сказать, неэффективно с точки зрения экономики, это невозможно было тогда сделать. Это нужно новые исследования для этого сейчас планировать. Но вот именно из-за этого мы статистически упираемся, что мы как бы эволюционный стадийный процесс, где мы не понимаем, что из чего произошло, пытаемся, так сказать, как-то вот найти какой-то математический, который за нас это сделает в половине опухолей, где мы можем наблюдать аденома карциномы транзишн. То есть тогда, когда мы карциному поймали на ранней стадии, предметастатической, да, еще аденома сохранилась, она еще, условно говоря, не заросла, да, не съела, так сказать, в процессе роста, и мы можем все это дело разделить. Вот уже в этих ранних опухолях мы видим, что все значимые молекулярные события произошли уже в аденоме, уже до начала инвазии. И APC, и КРАС, и P53, то есть вообще уже все произошло в аденоме до начала инвазии. И именно поэтому человечество не смогло найти генов инвазии и генов метастазирования. Потому что все интересные события происходят достаточно рано. Даже есть одна работа, которая так и называется, что все самое интересное происходит в первой клеточной делении. Прям в название, так сказать, внесено вот по колоректальному раку. То есть и вправду, так сказать, основное количество событий происходит где-то на ранних этапах, потом идет, так сказать, такой клональный стаз эволюционный. Вот. Дальше, конечно, когда инвазия, и как бы инвазию с точки зрения молекулярной, здесь я бы рассматривал вот по аналогии со стаканом. То есть вот когда стакан начинает наполняться каплями воды, в какой-то момент, так сказать, формируется верхний мениск, и жидкость стекает, она вытекает из него. Но если сделать замедленную съемку, вот все значимые мутации накапали там в нижней трети стакана, потом капают какие-то пассажиры. И если сделать замедленную съемку, у тебя вариант, какая капля была последняя, вот после которой это все дело прорвалось и жидкость, так сказать, полилась, будет между 2-3 каплями. Ты никогда не определишься, какая, потому что вот при этой он уже начал нависать, при этой навис, при этой порвался, но с другой стороны навис-то он при предыдущей. И как бы какая вот та, которая в момент разрыва упала, но разрыв-то уже нарастал. Понимаешь, то есть какой-то пассажир предшествует реальной инвазии или реальному метастазу. Нет генов инвазии, нет. Может вообще не пассажир. А может просто она... Или взаимодействие со стромой. Мы на самом деле не знаем вот этих фактов. То есть она даже это не мутация. то есть она просто росла. росла. Дошла до сосуда. Условно говоря, возможно. То есть попал смысл в этом. Вот это самый большой урок, который, так сказать, был вынесен из работ по изучению клональной гетерогенности, что в половине случаев даже P53 уже, я не говорю про другое все, крас-то всегда происходит на уровне аденома, да, то есть он никогда не бывает такого, что ты аденом, там у тебя completely крас негатив, и он появился где-то в конце, бывает, но это очень редко. Вот, даже P53 в половине случаев уже произошло в аденоме. Это вот, так сказать, и это как бы смешивает наши карты. То есть высокая клональная гетерогенность в колоректальном раке, который просто его свойства и на уровне аденома, и на уровне карциномы. То, что все ранние важные драйверные события происходят уже на уровне аденомов, как минимум в половине опухолей, оно приводит к тому, что фактически мы, так сказать, при прогнозе должны опираться на какое-то очень небольшое количество фенотипических признаков агрессивного течения, которые достаточно сложно валидировать. Вот на что мы можем опираться при прогнозе. И это никак не связать с генетикой. Вот это то, что как бы рушит все. Если все-таки в раке матки мы хоть что-то можем как-то с генетикой связать, то в колоректальном раке мы вот из-за этой гетерогенности уже на уровне аденома, которая возникает, который уже заложен, мы связать с морфологией не можем. На самом деле, вот то, что ты сейчас говоришь, для меня объясняет высочайшую эффективность хирургического лечения при колоректальном раке, в том числе, зачастую даже на фазе 4 стадии. То есть механическое убирание опухоли
приводит к излечению. Со всей ее гетерогенностью. Со всей Когда ты ее- оставляешь очень мало клонов, Да. которые, так сказать, успели Их перестадировать. просто тупо нет. Их просто нет. Ты механически удаляешь опухолевую массу, а при этом больше ничего нет. Потому что вот она, вот четвертая стадия биологически не отличается от первой. И ты В четвертый... очень многих опухолях, Очень да, многих есть такое прям работа, которые говорят, что дальше у тебя, ну, как бы нет ничего, то есть, а за счет чего она растет, там, взаимодействие со стромой выдумывают, мутации в ИЧЛ-комплексе, взаимодействие с иммунной системой, потому что драйверных событий дальше нет. Да? То есть именно поэтому хирургия, вот ты при первой стадии выполнил операцию, и больной выздоровел. При второй стадии тоже большой процент выздоравливает. При третьей тоже большой процент выздоравливает благодаря хирургии, несмотря на то, что там при третьей стадии уже есть метастазы в лимфатические узлы. Казалось бы, опухоль меняет свою суть, но, возможно, она не меняет свою суть, она просто доросла до лимфатического сосуда. Часть клеток в этот лимфатический сосуд попала, и будучи точно такими же, как первичная опухоль, не имея в значительной части, у значительной доли больных, я думаю, не у всех, но у значительной доли больных, не имея каких-то биологических отличий, механическое ее убирание приводит к излечению там 40-50% больных. И четвертая стадия, то есть она не только проросла в лимфатический капилляр, уведя в лимфатический узел, но она доросла до венозного капилляра. С венозным капилляром собралась в нижнебрыжеечную вену, уплыла в печени развилась крупный узел, который рос на протяжении многих лет, который при этом с точки зрения своей биологии ничем не отличался от первичной опухоли, он не является клоном опухолевой прогрессии. Он является механическим переносом этой болезни. Ну, по крайней мере, у многих. У многих, да. Да, у всех, конечно. И поэтому ты хирургически взял сие, отрезал, или, если это прямая кишка улетела в легкое, ты отрезал кусок легкого, и человек выздоровел. Потому что это не проявление опухолевой прогрессии. Это проявление механического переноса первичной И вот смотри, вот с точки зрения патоанатомии, ведь тут есть тоже один очень важный момент, который заключается в следующем, что для колоректального рака у нас фактически самое детальное морфологическое, как бы самое глубокое морфологическое стадирование Т. Да? У нас, так сказать, и оно носит парадоксальный характер отчасти. Вот посмотрим на раннюю историю. Значит, у нас ведь как Т инситу мы кодируем не только тяжелую дисплазию, но еще и инвазию, настоящую инвазивную карциному в пределах собственной пластинки слизистой. Почему? Потому что там нет лимфатических сосудов, да, они в подслизистом слое находятся. Значит, и если опухоль физически не проросла мышечный барьер, несмотря на то, что она инвазивная, она настоящая карцинома, риск ее метастазирования дальнейшего, так сказать, не сильно отличим от нуля. Поэтому пока она не доросла механически до следующего барьера, она не метастазирует. Хотя она уже, инвазия уже есть. Но при этом это Т-инситу. Где еще, в каком органе у нас, условно говоря, будет с очевидной инвазией стромальной, так сказать, как Т-инситу в желудке нет. Хотя вроде бы там та же слизистая собственная пластинка, но по-другому все устроено. И с точки зрения генетической агрессивности, там ранней мутации P53, никакого EPC нет и так далее. Вот, то есть это как бы другая история. Колоректальный рак в этом уникален. Дальше он прошел один барьер. Второй, даже более того, что очень хорошая работа, которая предлагает нам, так сказать, Т3 разделить на Т3А и Т3Б. На основании чего? А на основании глубины... Давно разделен на Т3А. Нет, морфологически, так сказать, на основании не стадии, а ПТ3А, ПТ3Б. Я имею в виду вот это, то есть морфологическую стадию. На основании чего? На основании ПТ3А, да. На основании объема вовлечения параколической клетчатки. Там, насколько я помню, если меньше 3 мм, то это А, если больше 3 мм, то Б. То есть, потому что это стадийный, градуальный рост, так сказать, после начального как бы мутационного взрыва, что ли, да. Поэтому это, конечно, абсолютно фантастическая ситуация. То есть у нас есть, с одной стороны, все самое интересное в большинстве опухолей происходит на ранних этапах, и дальше она, так сказать, условно говоря, механически нарастает. Вот. С другой стороны, так как большая гетерогенность уже на уровне аденома, так как там все самое интересное происходит у большинства больных, то она отражается и на уровне карциномы, и поэтому мы не можем на признаках карциномы выстроить какую-то хорошую модель морфологической прогностификации. И у нас, соответственно, есть только очень небольшое количество признаков,
которые говорят, что несмотря на то, что она проросла еще, грубо говоря, не глубоко, все-таки, так сказать, это признаки агрессивного течения. Это тумор-бейдинг, это периневральная инвазия, так сказать, да, и это сосудистая инвазия. Вот у нас, ну, фактически есть 3 таких крупных морфологических признака, которые говорят, что несмотря на то, что она как бы еще недалеко механически прошла, но уже какие-то агрессивные черты, новые субклоны, следующие этапы клональной эволюции появились. Значит, и вот мы сейчас посмотрим с вами, я единственное буду смотреть на экран, который у меня с этой стороны, потому что мне это удобнее, чем на большой, а вы, соответственно, смотрите на большой. Мы видим колоректальный рак. Значит, это, ну, понятно, что аденокарцинома, которая уже, так сказать, исходно гетерогенная, у которой есть структура аденомы, тубуловилезная, это аденокарцинома нисходящей ободочной кишки. Значит, ну вот у нее сохранились какие-то остатки тубуловилезной аденомы, дальше под ней есть инвазивная карцинома, ну, такого как бы аденому-подобного типа с папиллярным ростом, да, и с муцинозным таким компонентом очевидным, даже где-то были перстневидно-подобные клетки. Вот, значит, то есть она уже, мы видим, что морфологически гетерогенна. Вот если бы морфологические признаки работали хорошо, если бы исходное клональное разнообразие не формировалось в аденоме, а у нас была бы просто монотонная тубуловилезная аденома, ведь от нее остался маленький хвостик. Она здесь более-менее одинаковая. Мы не видим внутри нее какой-то разницы. Вот эта часть ее и вот эта часть ее, да, она абсолютно одинакова для нас. И вот если бы, допустим, из этой одинаковой аденомы, значит, вот если бы она клонально родственная была бы, а дальше уже вот эта разная карцинома, так сказать, вот на этом уровне разнообразия возникало, это была бы очень простая ситуация. Вот тогда бы у нас все получалось. Тогда мы увидели бы, что в клоне папиллярном у нас одни молекулярные нарушения, а в клоне муцинозном какие-то другие, или в одном больше, в другом меньше, где-то добавилось, так сказать, и так далее. Но в общем и целом картина была бы простая. Но мы обнаружили, что в этом образце, среди прочих других мутаций, которые тут были, оказалась очень низкая аллельная частота гена ПТЕН. Насколько я понимаю, тут была и мутация PC, была мутация КРАС, так сказать, да, то есть это, в общем, все тут было, но вот ПТЕН прям в 10 раз ниже, чем аллельная частота, чем мутация, так сказать, КРАС. И мы, а ПТЕН же можно, естественно, покрасить, посмотреть, так сказать, что там к чему. И мы покрасили его, и вот мы видим с птичьего полета, так сказать, окраску ПТЕН, и мы понимаем, что это супрессор, поэтому нас интересует полное исчезновение экспрессии ПТЕН. Вот там, где он полностью пропал, там как бы, так сказать, этот ген инактивирован, он не работает. И вот мы видим, значит, фрагменты аденомы, в которой осталась цитоплазматическая реакция ПТЕН и даже ядерная. Вот если мы сейчас увеличим, то мы видим слабо окрашенные ядра. Видно, да, в опухолевых клетках? Вот они. Это нормально, это сохраненная реакция. Да, в сосудах она интенсивней. Такое тоже бывает, когда в опухоли, так сказать, менее интенсивная, чем в сосудах. Иногда бывает более интенсивно. Это, в общем, все, так сказать, норм. И мы видим, что в нашей аденокарциноме, вот в этих ее папилломатозных участках тоже точно такая же характер экспрессии ПТЕН. То есть здесь ПТЕН сохранен. И возник вопрос, а где же тогда потеря-то? Ведь молекулярные нарушения у нас были обнаружены. Мы тогда стали смотреть муцинозный компонент. Но здесь такая же история. Немножечко в ядрах, так сказать, есть в цитоплазме, то есть как бы все совпало. Где проблемы с ПТЕН? Не всегда коррелирует ИГХ с, так сказать, генетикой, да, но все-таки здесь этот фокус нашелся. Первое. Он нашелся в структурах аденомы. Вот вы видите один язык аденомы, ПТЕН позитивный, и вот вы видите второй язык аденомы, да, ПТЕН негативный, ПТЕН лосс, completely, то, что называется ПТЕН лосс, с полной потерей. Дальше мы идем в ее карциному, которая взялась именно из этого клона. Да, вправду, вот очевидно инвазивная железа, вот вторая, третья, то есть тут есть некий фокус инвазивный. Ну, казалось бы, картина простая, все совершенно нам понятно, что где-то в аденоме, так сказать, возникла внутриопухолевая гетерогенность уже на этом уровне. От нее остался маленький, слава богу, могло бы оказаться, что только в карциноме. Понимаешь, тогда бы мы думали, что все с карцинома началось, что там где-то субклональное выпадение. Здесь просто повезло, парочка язычков аденомы с субклональным выпадением тоже есть. Вот, поэтому, так сказать, случай в этом плане демонстративный. Но все остальное, то есть муцинозный компонент, он же из кого-то эволюционировал, да? Значит, из ПТЕН позитивной части
Самой большой парадоксальной для меня историей здесь было то, что когда я стал опускаться по этому препарату вниз, в муцинозный компонент, то было обнаружено муцинозные структуры, которые точно так же эволюционировали из птен-лосс части, да, вот из этой карциномы, как вот эти муцинозные структуры из ее птен-ретеншн карциномы. И вот это, конечно, оказалось удивительной историей. То есть у нас даже внутри муцинозного компонента плавают два типа папилл. Птен-лосс и птен, так сказать, сохранный, птен-ретеншн. И вот это, конечно, ясно, что такие случаи – это редкая удача. И вот эти 5%, так сказать, вот они, птен-лосс компонента во всем вот этом здоровом образце, который, так сказать, тушкой, к счастью, в отличие от крас, там или энрас, или брак, мы можем покрасить птен и разобраться с его субклональной историей, так сказать, на уровне иммунгистохимической, как и для P53, кстати. Но вот то, что получилось, что по какой-то причине, каким-то образом, вероятно, взаимодействовало со стромой, потому что все остальные исследованные мутации в них одинаковые. Один клон из аденома, основной, который сохранял птен, эволюционировал через свою карциному с такими папиллярно-железистым как бы, да, паттерном роста до муцинозного, а другой клон из этой же аденомы через такие же структуры морфологически эволюционировал также, так сказать, до муцинозного компонента с птен-лосс. Вот это, конечно, оказалось шоком. То есть ведь по классике хотя бы муцинозный-то должен был быть с одинаковым статусом. А он точно так же делится, как делится аденома. То есть мы видим две независимых клоны, которые эволюционировали в этой первичной опухоли, и все самое интересное произошло уже на этапе прединвазивном, до начала его. Вот теперь давайте поделим. Значит, это больной, у которого рак толстой кишки, возник на фоне полипа. Тубуловилезный аденом. Да. Ну, сначала полип, потом тубуловилезный аденом. Вы сделали исследование, вы показали, что у этого больного есть мутация APC, есть мутация КРАС. Значит, P53 есть или нет? Нету. P53 нет. Но для больных, у которого есть дабл-хит APC и КРАС, наличие отсутствия мутации P53 не ухудшает прогноз. Оно, в общем, существенно фиолетово. Оно, в общем, фиолетово. И так хреново. И для чего нам нужен ПТЭН? ПТЭН – это в данном случае просто ты демонстрируешь как проявление внутриопухолевой гетерогенности, опухолевой прогрессии. Да. Или мы говорим о том, что ПТЭН-лосс – это более худшие больные по аналогии с раком молочной железы, да, где мы знаем, что ПТЭН-лосс, как и вообще вся активация PI3K зависимого пути, а ПТЭН-лосс – это косвенная активация PI3K зависимого пути, ты в данном случае просто показываешь, что вот смотрите, мы видим внутриопухолевую гетерогенность. Нет, я здесь не показываю, что это будет худший прогноз за счет этого клона. Это мы не знаем. Но у нас такого пока не получается. И я работ не видел таких, что прям это ухудшалось. Одну секунду. Но, с другой стороны, у нас есть активация МАП-киназного пути с точки зрения КРАСа, да. И у нас есть активация PI3K пути. И это вторая его ветка, которая имеет PI3K, АКТ, его негативный супрессор ПТЭН, потом МД. Вот просто надо для себя понять. Вот ты мне продемонстрировал сейчас опухоль неоднородную, и неоднородную, начиная с полипа, и это потом переходит в аденокарциному, по одному из критериев. Да. Этот один из критериев был белок ПТЭН. Да. За каким хреном ты его покрасил, я понятия не имею. Но ты мне показал, что как бы он нужен был для молекулярной кластеризации. Он нужен был для... Носил техническую, да. Просто ты мне показываешь, что, ребят, вот смотрите, мы имеем активированную историю по АКТ КРАС из полипа в рак. Да. Но при этом у части больных части опухоли, не части больных, у части опухоли, вот у этого конкретного человека, уже начиная с аденомы, есть потеря ПТЭН, что может привести к косвенной активации PI3K каскада. Может быть, это имеет значение, может не иметь значения. Мы просто пока не знаем. Значит, но по аналогии с другими раками мы понимаем, что активация PI3K каскада ухудшает прогноз. И может быть именно вот этот
небольшое преимущество, которое в выживании, да, опять реки каскад у нас же отвечает не за пролиферацию, отвечает за выживание. Да, за метаболизм глюкозы За отвечает да. и так далее. Значит, возможно, вот дальше, когда эта хрень начнет расти глубже и метастазировать, то вот этот птен-лосс клон, он будет более... Может быть, да, может быть, нет. Но мы видим, что внутриопухолевая гетерогенность, как минимум по активации перитрахеи каскада, вот в данном клиническом случае может быть прослежена уже с самого начала, начиная с этапа Все правильно. аденомы. Да, это так. Но я, так сказать, мне здесь близка другая гипотеза, которая была несколькими авторами высказана, так сказать, в разное время, которая и относительно, кстати, рака молочной железы, она звучала и относительно колоректального рака, который говорит о том, что ранняя активация 5 рекей каскада, она, так сказать, не столько ухудшает прогноз сама по себе, сколько говорит о более быстрой клональной эволюции. То есть она как бы лучше коррелирует с клональной гетерогенностью более выраженной. Что вот если 5 рекей каскад как бы каким-то образом активирован, мы это видим, то это является маркером, не причиной, может быть, а следствием, но это, по крайней мере, маркер того, что жди клональную гетерогенность, так сказать, вот прямо вот сейчас уже в ближайшее время. Ну, то есть, например, во многих работах AstraZeneca ранних по раку молочной железы, так сказать, мутация 5 рекей, ну, или активация 5 рекей каскада предшествовала мутации SR1 гена как маркер резистентности к ингибиторам ароматаза, допустим, да, вот она была более ранним событием. То есть это маркер начинающийся как бы клональной гетерогенности. И здесь просто удалось поймать активацию этого каскада уже на уровне там 2 структур аденомы, которые, так сказать, по какой-то причине карцинома не заросла, да, не съел. Слушай, вот я, Никита, тебе хочу задать вопрос. Мы много раз с тобой обсуждали, что нам вообще нужно как-то бейсовскую математику к этому привлечь, для того, чтобы с помощью нее попытаться понять значимость каждого фактора. То есть, условно говоря, ведь в бейсовском же анализе можно добавлять факторы по одному и смотреть, как будут, так сказать, вероятности меняться. Да? И, так сказать, вот мы здесь сможем все-таки попытаться для субклональных мутаций применить бейсовский алгоритм и сказать, вот какие появление каких влияет на... Или у нас слишком мало больных? Вообще объем выборки для бейсовского анализа можно рассчитать? Существуют такие стандартные алгоритмы или нет? Можно, но он бессмысленный, как бы он ни на что не влияет. Тут больше в другом проблема. Я пытался похоже, ну, какими-то по похожими путями пойти и сделать, вот на основе релевых частот и так далее, построить такие двойные модели, но они все упираются в одну проблему, в том, что у нас нету вот этой связки теоретической с переводом это все в данные. То есть непонятный вот этот именно механизм, вот эту теоретическую как часть переложить из наших цифр. Да, вот мы не знаем, что в аденоме, что в карциноме, какой карциноме. Да. Допуская кучу предположений статистических, вроде бы что-то получается, проверяешь это на данных, получается, что чуть ли не у всех 50% попасть чуть ли не в любую группу. Ну, соответственно, это не валидный вариант. Вот. Уходить в какие-то вот попытки создать большой комплекс моделей, он скорее станет просто трудоемкий, ну, в плане своего объема информации, времени его расчета. И он просто, если ни к чему не приведет, ну, как говоря, одна из моделей у меня считалась 2 часа, и я думаю, что это не то, зачем надо гнаться ради вот только чисто базового анализа. То есть пока не решена фундаментальная проблема вот этого перевода. Фундаментальная проблема, Да, это нам нужно пересеквенировать их субпланы. Да, и здесь там у меня возникает вопрос, а вот в таком-то ситуации тогда нам, получается, надо как минимум 2 участка считать разными. То есть нам нужно тогда, получается, секвенировать, ну, как минимум, вот эти 2 разных участка, и смотреть по ним. То есть и каким-то образом надо будет учитывать, что это один пациент, но при этом у него есть 2 участка, которые, скорее всего, могут попасть вообще в разные группы, кластеры. Да, именно. Вот это очень важная вещь. Вот я сейчас хочу про это сказать как раз пару слов, так сказать. И мы, может быть, сейчас попробуем это дело проиллюстрировать. То есть, когда мы увидим это в препаратах, мы еще раз, так сказать, обратим на это внимание. Вот это очень важно, что на самом деле признаки мы... фенотипические признаки наши воспринимаем как принадлежность всей опухоли целиком. Вот уже сейчас на морфологической структуре, первые случаи, которые мы посмотрели, мы увидели, что часть опухоли там муцинозная, часть не муцинозная, то есть уже есть гетерогенность. И мы увидели, так сказать, на уровне как бы молекулярных нарушений, что она тоже есть. Но когда мы читаем данные из литературы, естественно, у нас не было возможности посмотреть CMS-классы. Да, это что же фенотипические признаки, вот эти CMS1, 2, 3, 4, которые с чем-то там ассоциированы. То мы тоже их воспринимаем как принадлежность всей опухоли. Вот последнее теоретическое соображение, которое мне очень важно проговорить словами,
потому что отражение СМС-классификации есть некоторые в морфологии, заключается в том, что существует внутриопухоль. Почему СМС-классификация не взлетела вот так? А потому что существует внутриопухолевая гетерогенность по СМС-классам. То есть внутри одной опухоли, когда ты будешь также брать разные участки на СМС-классификацию, ты получишь разные классы, причем это не обязательно будет 2, это может быть и 3 класса. То есть когда ты возьмешь, условно говоря, участки муцинозного строения, ты можешь получить СМС-1 класс, да, вот то, что описано в литературе. Когда ты берешь участки с кометонекрозами в этой же карциноме, СМС-2 класс, а из фронта инвазии, из фибробластической стромы ты можешь получить СМС-4 класс. И поэтому сама по себе СМС-классификация это не принадлежность тоже всей тушки. Она так же, как и все остальное фенотипическое, вслед за генетикой, фенотипические проявления, все абсолютно какие ни возьми, тоже гетерогенны. И именно поэтому для нас важно найти вот этот бэддинг, найти этот фибробластический, так сказать, фронт инвазии как отражение доли СМС-4, паттерна, в целом в нашей опухоли. То есть, если она начиналась с аденома, потом она как муцинозная карцинома, но дальше во фронт инвазии ее по какой-то причине представляет миофибробластическую синюю активированную строму с большим количеством опухолевых почек, даже несмотря на то, что она доросла до ПТ2, да, или там ПТ3, то есть инвазия получается у нас субсерозный слой, так сказать, или в мышце, в общем, неважно. Вот это уже большая доля СМС-4 будет говорить о том, что это исходно агрессивная опухоль. И что, так сказать, здесь может быть операцией, мы не решим все наши проблемы, и, так сказать, имеет смысл ждать какого-то прогрессирования, да, в ближайшее время, и что здесь нужна адъювантная терапия для того, чтобы уже эти потенциальные метастазы, так сказать, задавить. Вот это вот очень важная вещь. И я думаю, что сейчас мы увидим несколько образцов, где, так сказать, будут разные СМС-классы внутри, так сказать, одной опухоли.